Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе происходят неимоверные события. Исследование в земле Гессен показало неожиданные результаты. Почти половина украинских беженцев, прибывших в Германию, уже работает. Почему именно процесс интеграции пошел так быстро? В то же время громкая история из Италии. Под следствием находится гражданин Украины, в отношении которого ведется расследование по делу о газопроводе «Северный поток» Nord Stream. Его требования вызвали большой резонанс. В Берлине обсуждают новые меры по миграции. Министр Александр Домбрин заявил о планах регулярных высылок нарушителей закона, что на самом деле стоит за этой инициативой. А на политической арене перестановка сил. Партия канцлера Фридриха Мерца догнала по поддержке альтернативу для Германии АДГ. Кроме того, Германия вновь принимает граждан из Афганистана, несмотря на паузу в программе. Прилетают новые группы и, наконец, Китай и Соединенные Штаты Америки обмениваются обвинениями в торговой сфере. Мировая экономика реагирует настороженно. Все эти события последнего часа прямо сейчас за несколько минут. Спасибо всем, кто поддерживает канал подпиской и делится этим видео с друзьями. Итак, во время массового приема весной 2022 года в Германию прибыли беженцы из Украины. Новое исследование по жителям земли Гессен, прибывшим в период с февраля по май 2022 года, показывает, половина из них уже работает. Среди мужчин в возрасте от 20 до 64 лет заняты, внимание, 57%. Среди женщин того же возраста 50%. Для сравнения, в августе 2022 года работа была лишь у 16% этой группы, то есть уровень занятости резко вырос за 3 года. Исследователи связывают улучшение с курсами немецкого языка, программными переквалификациями и контактами с местными работодателями. Многие прибывшие имеют профессиональную квалификацию, что ускорило их трудоустройство. Власти Гессена считают результат экономически значимым, но отмечает необходимость дальнейшей поддержки для тех, кто еще не нашел работу. В исследовании приняли участие более 6 тысяч человек, а сами респонденты опрашивались в 6 волнах. Всего было проведено свыше 40 тысяч интервью, то есть одни и те же люди отвечали на вопросы несколько раз в разные периоды. Следующая новость – одна из самых резонансных в Европе. В Италии временно содержится под надзором 49-летний гражданин Украины Жордан К., о котором я вам рассказывал, и которого проверяют в рамках дела, связанного с инцидентом на газопроводе «Северный поток». Он находится в учреждении повышенной безопасности и с 31 октября отказался от приема пищи, чтобы привлечь внимание к условиям содержания и возможности посещения семьи. Задержание произошло, напомню, в августе этого года у города Римини на основании Европейского ордера, выданного немецкими властями. После решения итальянского апелляционного суда о его экстрадиции в Германию дело ждет пересмотра и кассации Италии. Подозреваемый отрицает свою причастность к 2022 году взрыву газопровода, который серьезно нарушил снабжение газом через Балтийское море. Его адвокат Никола Каннистрини заявил, что Жордан К. требует равного обращения с другими заключенными и соблюдения международных стандартов. Министерство юстиции Италии пока не прокомментировало ситуацию, дело остается одним из самых ключевых в расследовании инцидента, затронувшего европейскую энергетическую безопасность. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Министр внутренних дел Германии Александр Домбрин сообщил, что правительство Мерца готовит новую программу возвращения мигрантов на родину. Речь идет прежде всего о тех, кто прибыл из Сирии и Афганистана и имеет случай несоблюдения местных правил. По его словам, Германия планирует организовать регулярные рейсы для возвращения таких людей в их страны происхождения. Домбрин подчеркнул, что предел нагрузки давно превышен, города и общины больше не справляются с количеством мигрантов. Он отметил, что Германия уже начала возвращение отдельных лиц, нарушивших закон, в Афганистан, и аналогичная подготовка ведется в отношении Сирии. Также министр сообщил, что число новых заявлений на убежище в октябре резко сократилось почти наполовину по сравнению с прошлым годом, с почти 20 тысяч до менее чем 9 тысяч. Напомню, что по коалиционному соглашению между правящими партиями Германия обязалась не только принимать людей, но и возвращать тех, кто не имеет права на пребывание или нарушает законы. Однако отправка в Сирию пока осложнена юридическими вопросами. Для этого нужно официальное соглашение с сирийскими властями.
Тем не менее, правительство уже работает над тем, чтобы такие выдворения стали регулярными. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии изменился политический расклад. По данным опроса Института Инса, партия «Альтернатива для Германии» и блок «Христианско-демократический союз», «Христианско-социальный союз» ХДС-ХСС получили одинаковую поддержку по 25,5% голосов. Альтернатива для Германии потеряла 0,5% и показала свой самый слабый результат с середины сентября. В то же время блок христианско-демократов прибавил 1% и впервые за последнюю неделю сравнялся с главным конкурентом. Политологи отмечают, рост поддержки христианских демократов связан с их активными заявлениями по вопросу безопасности и социальной политики. Для альтернативы для Германии это тревожный сигнал. Партия долго удерживала уверенное первое место, но теперь утратила преимущество. И это только начало. В аэропорту Ганновера приземлился, внимание, очередной рейс, на борту которого прибыли граждане Афганистана с официальным разрешением на въезд в Германию. Самолет, вылетевший из Исламабада и сделавший промежуточную посадку в Стамбуле, доставил группу лиц, среди которых оказалась бывшая заведующая школы из Кабула, выразившая надежду на получение образования для своих дочерей в Германии. Речь идет о программе приема лиц с признанным статусом под особо серьезной угрозой, которую немало семей ожидают уже месяцами. Несмотря на официальную приостановку правительством Германии Фридриха Мерца этого направления, в мае въезд отдельных групп с действующими разрешениями продолжается. В Министерстве внутренних дел подчеркнули, каждый прибывший прошел проверку документов и безопасности до посадки в самолет. После приземления группа будет распределена по федеральным землям. Ситуация с приемом лиц из Афганистана остается чувствительной. С одной стороны, выполнение ранее выданных разрешений, с другой – ограничение новых программ приема по решению коалиции. Эти перелеты на фоне политической незапланированности становятся символом нерешенных вопросов миграционной политики. Дальше еще интереснее. Китай заявил, что действия Соединенных Штатов Америки способствуют напряженности в глобальных цепочках поставок и могут привести к новому этапу торгового противостояния. Министерство торговли Китая заявило, что Соединенные Штаты Америки намеренно раздувают тревогу по поводу контроля над экспортом редкоземельных металлов из Китая и пытается представить ситуацию как угрозу безопасности. По словам китайских властей, ограничение на экспорт редких металлов – это часть нормальной промышленной политики, тогда как Соединенные Штаты Америки по версии Пекина используют эти меры как предлог для введения новых пошлин и торговых барьеров. Это обвинение прозвучало на фоне заявлений Вашингтона о возможном введении дополнительных тарифов до 100% на китайские товары. Фактически, Китай предупреждает, если Соединенные Штаты Америки сохранят свой нынешний курс, Китай готов принять ответные экономические шаги, детали которых пока не раскрываются. При этом Пекин подчеркивает, что стремится к диалогу, но не терпит ограничения своих стратегических интересов. В экономическом и геополитическом контексте это выглядит как новый этап напряженности. Две крупнейшие экономики мира, Китай и Соединенные Штаты Америки, вновь переходят от переговоров к более напряженным экономическим обсуждениям, на фоне которого пострадает не только торговля, но и глобальные цепочки поставок, инвестиционные планы и стратегии производителей высоких технологий. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.